Практически каждая женщина рано или поздно сталкивается с болезнями мочеполовой сферы. В большинстве случаев для их лечения применяют комплексную терапию, в том числе и лечение лекарственными растениями. Ромашка оказывает большое положительное влияние на женское здоровье. В переводе с латинского «ромашка» – это маточная трава. Данное название она получила из-за высокой эффективности в лечении гинекологических заболеваний. Наибольшая концентрация полезных химических соединений находится в цветках травянистого растения. Из высушенных соцветий выделяют около 1% эфирных масел, обладающих выраженным противовоспалительным, бактерицидным и антигистаминным свойствами. Растение мягко воздействует на организм и органы женской половой сферы, оказывая успокаивающее действие. Один из методов применения ромашки – это спринцевание, то есть промывание внутренних и внешних женских половых органов теплым отваром и настоем. Спринцевание ромашкой относится к лечебно-профилактическим процедурам, поэтому проводить его следует только по медицинским показаниям. Кандидоз, молочница, эрозия шейки матки, нарушение менструального цикла, воспаление мочевого пузыря, нарушение микрофлоры влагалища, хронические воспалительные процессы. Спринцевание ромашкой эффективно при инфекционных заболеваниях, так как очищает слизистую от патогенных микроорганизмов и восстанавливает нормальную микрофлору влагалища. Процедуры с отварами и настоями могут применяться для комплексного лечения воспалительных патологий и ускорения заживления слизистой. Показания при кандидозе или молочнице. Главная особенность молочницы – это выделение с неприятным запахом. На их фоне возникает сильный зуд, жжение, покраснение и раздражение слизистой. Комплексное лечение предусматривает противовоспалительные и противогрибковые препараты и орошение влагалища различными растворами. Для этих целей отлично подходит ромашка лекарственная. Для приготовления раствора берут 2 столовые ложки травы на литр кипятка. Ромашку заливают кипятком и ставят на огонь. На медленном огне доводят до кипения, после чего снимают с плиты, отвар остужают под крышкой, процеживают и используют для спринцевания. Температура раствора должна быть 37-38 градусов. Показания к применению ромашки при воспалении половых органов. Существует множество причин, вызывающих воспаление женских половых органов. Зачастую это переохлаждение организма, осложнения после тяжелого стресса и физических нагрузок, вредные привычки и инфекции, передающиеся половым путем, аллергические реакции на средства интимной гигиены. Независимо от причины, врачи назначают комплексное лечение, чтобы не допустить перехода воспаления в хроническую форму. Терапия включает в себя как медикаментозное лечение, так и воздействие на очаг поражения промыванием специальными растворами. Для этих целей часто назначают процедуры с настоями и отварами ромашки. Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней. Более длительные промывания могут стать причиной нарушения микрофлоры влагалища. Также спринцевание ромашкой назначают при эрозиях эпителиального слоя влагалища и шейки матки, так как растение купирует воспалительный процесс и ускоряет восстановление поврежденных тканей. Спринцевание ромашкой, как и любая другая лечебно-профилактическая процедура, имеет свои правила и особенности проведения. Раствор для промывания должен быть комнатной температуры, горячий или холодный раствор может повредить слизистую влагалища. Перед использованием спринцовки ее наконечник тщательно промывают и дезинфицируют. Соблюдение правил стерилизации позволяет снизить риски занесения инфекций. Введенный раствор задерживают внутри влагалища на 5-10 минут. Сразу после процедуры необходимо полежать 20-30 минут. Процедуры желательно проводить перед сном. Длительность каждого промывания не должна превышать 15 минут. Длительность лечения зависит от показаний к его проведению. Как правило, курс не превышает 7-10 дней. Спринцевание раствором из ромашки имеет определенные противопоказания. Это беременность, послеродовой или послеоперационный период, менструация,
эндометриоз матки, аллергические реакции на ромашку, возраст старше 40 лет. Спринцевание не является безопасным лечебно-профилактическим методом и должно проводиться только по назначению врача, так как возможны осложнения после проведения процедур. Бесконтрольное спринцевание может привести к раздражению слизистой влагалища, воспалению шейки матки, усугубить воспалительные процессы женской мочеполовой системы. Будьте здоровы и помните, что неконтролируемое применение лекарственных растений может навредить вашему здоровью.